Смарт-часы с интуитивно понятным управлением, отличным набором функций для своих компактных размеров, интересным дизайном, качественными материалами, автоматическим измерением пульса, кислорода в крови, уровня стресса, мониторингом сна и отслеживания дыхания во время сна, GPS-навигация, защита от воды, рейтинга 5 атмосфер. И это только маленькая часть того, что можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Amazfit GTS 4 Mini. Но как на самом деле дела обстоят с новинкой, я сейчас вам расскажу. Всем привет, меня зовут Саня, вы на канале Пользы.нет, и сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы будем обозревать с вами новые Amazfit. Это Amazfit 4 Mini. Притом четвертых Amazfit'ов у меня еще не было. Это GTS 4 Mini, есть еще, наверное, будет GTR 4 Mini. Вот в таком состоянии мне доставило все это дело Почта России. Кто-то пытался его уничтожить, но напоминаю, что сейчас девайсы так хорошо упаковываются, что по большому счету убить их довольно сложно, если только не ломом посерединке долбануть. Вот так это все дело выглядит, и я бы сказал, прям неплохо таки выглядит. Маленькие, миленькие, понятно, с кого они скопированы, но это все не важно. Почему? Потому что все это работает с программной ZEP, которая сегодня работает великолепно, а завтра не очень. Но вы об этом тоже в курсе. И что мы имеем внутри? Мы имеем внутри документацию, мы имеем внутри кабель для зарядки данных часиков. И, к сожалению, да, это все у нас стандартно. Два пина. Он является магнитным. И здесь надо тоже все убрать. Берут пример Samsung, все обклеить, чтобы казалось дороже, правда? По факту они не такие дорогие были. Опять же, тоже в телеге скидок можете посмотреть, сколько они стоили. Я даже навскидку сейчас не помню. Я обычно запоминаю только девайсы дороже десятки. И, скорее всего, эти были значительно дешевле. Вполне возможно, сейчас они еще дешевле, потому что я покупал на старте продаж. Очень классный ремешок, мне очень он тактильно нравится. Внешне он, наверное, хуже выглядит. Здесь у нас получается двойной контроль, то есть мы мало того, что классически крепим, но еще и как яблочник. Ремешок быстросъемный, скорее всего 18 мм ширина ремешка, нет, 20-миллиметровый ремешок, стандартный, можете любой на это дело вешать. Выглядит, конечно, классно. 31 грамм по размерам, без кнопки. 34 мм на 41 и в толщину все это дело 10,5 мм. Очень аккуратненько, никакого вам Digital Crown здесь нет, просто кнопкой. Рамки видны большие, безеля нет. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, в описании, но напоминаю, что я еще OnePlus Nord N20 SE разыгрываю, смартфончик. И, скорее всего, еще парочку появится до октября. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. И не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок. А кому интересны примеры фото и видео всех, наверное, девайсов, которые существуют сейчас в продаже, в телеграм-канал взаимопомощи с фото и видео. Да, даже такой у нас есть. Полетели. Поставляются данные часы в черной, розовой, голубой и белой расцветке. Внешние часы выглядят практически так же, как вся линейка GTS. Корпус часов выполнен из алюминиевого сплава и пластика. С фронтальной части экран покрыт закаленным стеклом с олеофобным покрытием. Качество материалов хорошее, как всегда. Сборка меня порадовала, что, несомненно, плюс. Ремешок шириной в 20 мм быстросъемный и выполнен из силикона тактильно приятного. На мужской руке, как и на женской, GTS 4 Mini смотрятся аккуратно, я бы сказал, что очень даже привлекательно. При носке часы не ощущаются и спать в них комфортно. На корпусе расположили два контакта для зарядки, микрофон, но динамика нет. Исходя из этого, делаем вывод, что разговаривать через часы точно нельзя. Микрофон предназначен для бесполезной для нас Алексы. Ну, может быть, кому-то из вас она и полезна, но я думаю, таких минимум, учитывая мою статистику. Далее есть датчики мониторинга здоровья, такие как оптический датчик BioTracker, PPG версии 3.0 с поддержкой измерения уровня кислорода в крови, геомагнитный датчик, датчик внешнего освещения и 5 спутниковых систем позиционирования. Далее есть одна физическая кнопка, нажимается она хорошо и люфт у нее практически отсутствует. В стоке она выполняет функцию включения и выключения экрана, возврат и зажатием можно перейти к тренировкам. В настройках на самих часах можно повесить любое другое действие, что удобно. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED-дисплеем на 1,65 дюйма с разрешением
Экран 336 на 384 точки. Соотношение экрана к корпуса 70%. Плотность пикселей 309 ppi. Скроллинг не совсем плавный, но перемещаться по интерфейсу часов довольно удобно. Скажем так, он подфризивает. Автояркость на борту, и работает она корректно. При прямом попадании света на экран яркости достаточно. В солнечный день использовать часы можно без проблем, и вглядываться не приходится, что хорошо. К слову, данная модель очень похожа на Amazfit GTS, но в модели GTS экран имеет лучшее разрешение экрана и плотность пикселей. В целом девайсы очень похожи друг на друга. Интерфейс доступен на русском языке с неплохим переводом. Экран порадовал своей цветопередачей, так как она насыщенная и контрастная. Вдобавок, сама картинка четкая. Рамки есть, но они симметричные, к ним быстро привыкаешь. Автовыключение экрана максимум до 30 секунд, за что спасибо. Постоянный включенный экран максимум 20 минут. Always on Display на борту, вдобавок он полноценный. Стиль Always on Display зависит от циферблата, за что отдельное спасибо производителю. Поднятие запястья для активации экрана срабатывает приблизительно через секунду, что хорошо, но не идеально. Хорошо, что включенный Always on Display не влияет на данную функцию, так как мне встречались часы, у которых при включенном AOD не включался экран при поднятии запястья. Вот такое тоже бывает. Далее. С главного экрана по свайпам все более чем стандартно. Сверху вниз панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты. Меню небольшое. Из интересного это система оценки состояния здоровья Pi, измерение ЧСС, кислорода в крови, измерение одним касанием, что очень удобно, тренировки, измерение уровня стресса, активность, мониторинг сна, погода, музыкальный плеер, через который можно управлять музыкой. Загружать сюда ничего нельзя. Опять же, воспроизведенный на смартфоне. Выделенной внутренней памяти на борту нет. Далее есть будильник, календарь, таймер и секундомер, но в фоновом режиме работает только секундомер. Солнце и луна, компас, история менструации, может быть, кому-то будет полезно, дыхательные тренировки, поиск телефона, мировое время, список дел, заводной таймер, а точнее Pomodoro трекер. И последнее — это удаленная съемка, которая работает корректно. Не то, что у некоторых брендов, да, Huawei. Меню, к слову, можно настроить под себя. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2 почти последний 5.3. Подключить Bluetooth устройство возможности нет, к примеру, беспроводные наушники, не говоря уже о нагрудном датчике. К Wi-Fi часы тоже не подключаются, режимов на борту 126 штук. В лучшем случае, наверное, вы будете 10 использовать. Отслеживание плаваний на борту также часы могут распознавать 7 спортивных движений автоматом. Ходьбу, допустим. GPS на борту, что круто, и местоположение определяет он до 10 секунд. И это быстро. Карты часы строят неплохо, но погрешность в построении в маршруте, разумеется, есть. Загружать маршрутные часы возможности нет, а пользоваться плеером во время тренировки можно. Напоминание о разминке приходит. Далее звонить часов нельзя, входящий вызов можно только сбросить. Включить беззвучный режим, ответить заготовками возможность есть. Вибромоторчик хороший, настроить силу вибрации можно. Уведомления приходят практически моментально, смайлики отображаются, как и иконки приложений. Уведомления можно посмотреть и удалить. Быстрых заготовок на уведомления нет. И это эпичный фейл, потому что у многих браслетов это дело уже есть. Далее. Пульсометр работает как в автоматическом режиме с периодичностью минимум 1 минуту, так и в ручном. Измерение уровня кислорода в крови происходит во время длительного состояния покоя. В активности не считают, что логично. Уровень стресса измеряется перманентно с периодичностью в 5 минут. Абсолютно бесполезная функция, правда? Если ты в стрессе, то ты в стрессе. Если нет, то нет. Я думаю, и так те, кто в стрессе, знают об этом. Пульсу воздуха часы не измеряют, на руке показатели хорошие, погрешность небольшая, но присутствует стандартно для носимых устройств, практически всех, даже топовых. Сон мониторит корректно, как и все фазы сна. Вдобавок есть бета-функция, которая мониторит дыхание во время сна, и мониторинг дневного сна тоже на борту. Далее, емкость аккумулятора 270 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 10 минут по моим тестам, время автономной работы в интенсивном сценарии использования 5 суток, что, конечно, неплохой результат, но не то, что нам обещали, правда? За 30-минутную тренировку с GPS уходит до 6% заряда. Далее, водонепроницаемость 5 атмосфер, конечно же, я протестировал их, окунув в воду, но вообще с ними можно плавать, они еще и плавание будут отслеживать. По итогу с ними ничего не произошло, плавать, принимать душ и так далее с ними можно спокойно. Летим дальше. Amazfit работает в паре с приложением ZEP. На главном экране в приложении мы имеем 3 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для тренировок, и последняя — это профиль, через который можно перейти к настройкам самих часов. На главной странице с часами мы видим заряд аккумулятора в процентах, что хорошо и удобно, магазин с циферблатами, их там не особо много, но выбрать есть из чего. Вдобавок, любую фотографию на заставке поставить можно. И в стоке на часах есть пользовательские watchface, которые можно настроить под себя. Помимо перечисленного, также есть возможность настроить мониторинг здоровья, воспользоваться магазином приложений, которых, к слову, становится больше, обновить прошивку в приложении можно, и обновления уже прилетали. Минусы: нет динамика, нет NFC, нет возможности вставить сим-карту и завести eSIM, что неудивительно, нет заготовок для быстрого ответа на уведомления, и это
прям эпичный фейл. Но что есть, то есть. Может быть, кому-то это и не нужно. И, разумеется, бесполезный микрофон, потому что нет у нас Алексы. Резюмирую, Amazfit GTS 4 Mini меня порадовали, так как они компактные, аккуратные, удобные и выглядят привлекательно. Вдобавок, они в себя вмещают ряд полезных функций, которые работают корректно и хорошую автономность. Вообще, Amazfit делают классные носимые устройства. Не зря они Mi Band клепают для Xiaomi. С самого начала хочу отметить. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное вам спасибо. Вы помогаете проекту. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.